Всем привет! С огромным удовольствием расскажу и покажу, как чувствуют себя мои гейхеры, гейхерелы и тиарелы в столь жаркий летний период. Какого требует ухода, несколько лайфхаков и что делать с цветоносами. Я сейчас делаю обзор всех своих сортов для каталога, поэтому цветоносы не удаляю, чтобы показать гейхеры во всей красе. Но, как правило, цветоносы я отламываю. Это никак не влияет на скорость нарастания кустика или его декоративность. Просто мне нравится разнообразие непосредственно листьев. Если говорить о тиарелах, то тиарелы и цветоносы – это неотъемлемая часть. Или некоторые сорта гейхерел, когда мелкие цветочки возвышаются над кустиком красивым облачком. В этом случае к несомненно красивым листикам добавляется еще и красивое цветение. После цветения засохшие цветоносы легко удаляются с куста. Кто любит эксперименты и сюрпризы, то семена и гейхеры, гейхерел и тиарел можно сеять. Я не преследую цель, чтобы получить семена, и предпочитаю размножение черенками с полным сохранением сортовых признаков. Лето – это идеальное время для подобного занятия, и именно в июле я в течение месяца занимаюсь черенкованием. Объясню, почему именно в июле. Как вы уже заметили, все гейхеры к этому времени отлично наросли, имеют хорошие крепенькие черенки, и значит они легко и быстро укоренятся. И до зимнего периода еще достаточно времени. Черенки успеют нарастить хорошую корневую и без проблем перезимуют. Гейхеры, гейхерелы и тиарелы размножаются делением куста, но если куст не требует пересадки, то и тревожить его не стоит. Если вам необходимо 1-2 черенка, то весь куст выкапывать не нужно. Покажу на примере. Это молоденькая гейхера. Расчищаем поверхность вокруг кустика и визуально определяем, какой черенок нам нужен. Затем руками аккуратно отделяем черенок от материнского растения. Стараемся это делать максимально глубоко, насколько позволяет размер черенка. Я отделила 3 черенка, вот такие. Это взрослые черенки с отличной розеткой. Материнское растение подсыпаем и мульчируем. Получилась вот такая картинка. У меня есть черенки, и сама гейхера осталась на прежнем месте и имеет вполне презентабельный вид. Хорошенько ее полью, и можно заняться черенками. Укоренять можно абсолютно любые черенки. Гейхеры легко укореняются при соблюдении некоторых правил. Это очень хорошие черенки, и уже сейчас могу сказать, что это 100% укоренение. Такое количество листьев черенку для укоренения не нужно. Все нижние листики необходимо удалить. Руками аккуратно отламываем листья и оставляем 3, максимум 5. Таким образом мы исключаем лишнее влагоиспарение и удлиняем ножку черенка. Чем длиннее ножка, тем проще зафиксировать черенок в грунте. А это очень важно. Черенок должен очень плотно сидеть в грунте, не болтаться. Вот столько листьев я удалила, они легко отламываются. И результат. Это идеальные черенки. Если череночек у вас маленький, у него короткая ножка, то зафиксировать его в грунте будет проблематично. Есть возможность удлинить ножку черенка самостоятельно. С нижнего листа обрываем листовую пластинку и загибаем черешок. Такой метод поможет черенку удержаться в грунте. Все, можем смело высаживать наши черенки. И важно, при посадке нельзя заглублять точку роста. Очень внимательно за этим следим. Не пугайтесь увядших листиков, это нормально, они быстро восстановят тургор. И в течение первого месяца обильно поливаем и прячем растения от солнца. Через месяц, конечно, они не превратятся в таких красавиц, но все мы когда-то были маленькими. Весь уход за гейхерами, гейхерелами и тиарелами в летний период заключается в своевременном поливе.
Удаляем сухие листики и сухие цветоносы. Никакие подкормки вносить не нужно. И любуемся этой красотой. Всем пока, до новых встреч. Буду благодарна вам за комментарии, и пусть растения вас только радуют.